Кажется, я нашла идеальное место для жизни в Варшаве. Рядом лес, нормальные цены на аренду и удобный транспорт. И нет, это не Мокутов, не Воля и не Белянов. Сегодня расскажу про Урсынов. Вы узнаете, почему этот район считается одним из лучших для жизни, посмотрим его с разных сторон и решим, подойдет ли он вам. Урсынов – это один из самых крупных районов Варшавы, как по количеству жителей, так и по площади. Он расположен на окраине города и проживает тут около 150 тысяч человек. В одних рейтингах Урсынов называют суперзеленым районом, в других – лучших для семей с детьми. В сумме район состоит из 13 жилых массивов, и сейчас мы гуляем по одному из них, чтобы вы прочувствовали атмосферу жизни в этой части города. В целом Урсынов делится на высокий, где больше высотных жилых домов, и зеленый, где больше частных домов. То есть в первой части более оживленно, а во второй спокойно. Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры составляет 3,5-4 тысячи злотых в месяц, двухкомнатной 4 500, трехкомнатной 4 500, 5 500. Квадратный метр однокомнатной квартиры стоит 13 тысяч 14 500 злотых, двухкомнатной 13 500 15 тысяч, трехкомнатной 12 500 14. Это средние цены среди всех районов Варшавы. Например, для сравнения, в самом дорогом районе Шрудмеще аренда однокомнатной квартиры стоит около 6 тысяч злотых, а в самом дешевом, в Авере, стартует с 3. Кстати, если вам интересно узнать, сколько стоит и как выглядит квартира, которую снимаем тут мы, после просмотра переходите к видео про переезд в Варшаву. Но как найти хорошее жилье по адекватной цене? Листать объявления часами – сомнительное удовольствие. А если еще попадется найм оказиональный, вопросов станет только больше. Чтобы сэкономить время и нервы, воспользуйтесь бесплатным телеграм-ботом Маши и Ромы. Он подбирает жилье по всей Польше, включая даже небольшие села, без лишних сложностей и переплат. Просто указывайте, что ищете, и сразу получаете актуальные варианты, в том числе от собственников, чтобы не платить риэлторам. Ребята работают не первый год, и их надежность подтверждена сотнями довольных клиентов. Они всегда на связи, помогают с любыми вопросами и делают процесс аренды жилья максимально простым. Если потребуется найм оказиональный, они подготовят документ за час, отправят экспресс-доставкой в тот же день и все объяснят, без предоплаты и со скидкой в 100 злотых, если скажете, что пришли от меня. Ссылка на телеграм-бот в описании, попробуйте прямо сейчас, а если появятся вопросы, ребята всегда на связи, контакты будут там же. Следующий плюс Урсынова – это, очевидно, метро. В районе находится 5 станций линии М1, поэтому до центра вы можете добраться за 15-25 минут. Есть еще автобусы, но нет трамваев. И хочу также отметить, что велодорожки в этом районе очень хорошие, одни из лучших в Варшаве. Поэтому на велосипеде удобно передвигаться, и особенно по Кабацкому лесу, нашей любимой локации в Урсынове. Собственно, и перейдем, пожалуй, к паркам, которых тут очень много. Во-первых, повторюсь, Кабацкий лес – крупнейший природный заповедник Мазовецкого воеводства. По самому лесу можно долго гулять, бегать или ездить на велосипеде, побыть в тишине, наслаждаясь звуками природы, и релакснуть в зоне отдыха. Про это место мы сняли отдельное видео, будет теплеть и как раз выпущу. Также есть много уютных парков для отдыха. Вот, например, так выглядит парк Пшибажантарни. Уютный, ухоженный и с кучей развлечений для детей. Парк Романа Козловского будет поинтереснее. Тут есть красивое озеро, много цветов, зелени и холм, с которого зимой можно прокатиться на санках, а летом посмотреть на панораму района. Еще один парк с возвышенностью находится возле Кабацкого леса. Пару раз мы через него проезжали. Он тоже порадует красивыми видами, местами для отдыха и зоной с горками для велосипедистов.
Есть еще и малюсенькие парки, как, например, этот. Да, тут долго не прогуляешься, но посмотрите, какая тут уютная территория. Есть градирня, детская и спортивная площадка. Кроме того, прямо сейчас идет активное строительство парка вдоль улицы Пуасковичей, который обещает стать зеленым оазисом для местных к 2026 году. И это один из примеров того, как район активно развивается. Вообще, Урсынов хороший район, особенно для семей с детьми, так как здесь есть порядка 10 начальных и средних школ и почти 20 детских садов. Вот детские сады – это прям вау. Я была в восторге, разглядывая каждое место на карте. Причем школы есть не только польские, но и языковые. Одна из которых – международная американская. Также есть школа плавания для детей и взрослых с отличными отзывами, между прочим. Есть даже кампус Варшавского университета естественных наук. Популярное место не только среди студентов, но также жителей и туристов. Это просторная и зеленая территория в 70 гектаров с современными учебными корпусами, общежитиями на 4000 человек, библиотекой, поликлиникой и парковыми зонами. В самой старой части комплекса находится впечатляющий ректорат, внесенный в реестр памятников. В общем, место классное и действительно не только для студентов, которых тут очень много, мы попали вот в понедельник, такой загруженный студентами день, но даже просто для жителей, туристов можно сюда зайти, проход свободный, прогуляться, поизучать здания, территорию, парки, и в целом мне тут нравится, тут так просторно, уютно, есть аллейки, сейчас еще солнце светит, так спокойно, хорошо. Что же можно поделать в Урсынове, кроме как посещать парки? Во-первых, изучить муралы, которых тут особенно много. Это, собственно, мурал с названием района, вот такая приколдесная девушка, красивый корабль, милые птички, медведь, которого мы вам уже показывали, мурал в честь жокея Станислава Салагая и еще 2 мурала в честь одного польского сериала. Также в Урсынове много красивых по архитектуре костелов. Мне особенно понравились 2 костела. Первый находится возле парка, который я вам показывала первым, а второй прямо возле спуска к Кабацкому лесу. Чем еще славится Урсынов, так это своим ипподромом Служевец, одним из крупнейших в Европе. Главная активность в нем это, конечно, скачки. Вы можете за ними наблюдать и ставить свои ставки. Тут в целом постоянно что-то происходит, разные мероприятия, концерты, киносъемки и фотосессии. И да, рядом там находится супер длинная стена с разными граффити, которые Андрей пытался снять и очень долго ехал на велосипеде, но если как бы это все ускорить, то будет так себе. В Урсынове есть, в принципе, все для комфортной жизни, от торговых центров и вкусных заведений с высокими оценками, до салонов красоты, театров и других развлечений. И, как по мне, свое почетное место в начале рейтинга, ну, как минимум моего личного, он занимает заслуженно. Его плюсы – это метро, комфортные велодорожки, близость к природе, уютные ЖК, не самые высокие цены на аренду, парки, выбор развлечений, школ и зон для детей. Пишите в комментариях, понравился ли Урсыну вам после нашей прогулки, и предложите, какие еще районы Варшавы и снять для вас в таком обзорно-прогулочном формате. А мы увидимся совсем скоро. Пока!